Большинство диких животных стараются обходить человека стороной, даже если это свирепые хищники. Однако в сегодняшней истории огромный лесной зверь был вынужден обратиться за помощью к людям. Алекс вырос в небольшой деревушке на Дальнем Востоке. С раннего детства отец брал его с собой на охоту в лес, который со временем стал его вторым домом. Когда Алекс вырос, он следом за отцом стал охотником, даже не представляя, с какими испытаниями ему придется столкнуться через несколько лет. Однажды, теплым летним днем, Алекс, как обычно, отправился в лес на охоту, уверенный, что сегодня он вернется домой не с пустыми руками. Однако дело шло к обеду, и охотник углублялся все дальше в чащу леса, но он все еще не выследил подходящую добычу. Алекс решил сделать привал и перекусить, понимая при этом, что в этой части леса он раньше никогда не был. Это не сильно беспокоило опытного охотника, который знал, что он, как не раз это было, вернется домой по собственным следам. Продолжив свой путь по лесу, мужчина через какое-то время вышел на большую поляну и застыл от неожиданности, увидев в нескольких метрах впереди мощного взрослого тигра. При этом хищник не проявлял абсолютно никаких признаков агрессии, но и не уходил, поэтому охотник не торопился стрелять в него, лишь держа палец на спусковом крючке. Заинтересовавшись загадочным поведением опасного хищника, Алекс решил внимательно его осмотреть. По внешним признакам мужчина понял, что перед ним самка, так как ее грудь была полна молока, а значит, где-то рядом могут находиться ее маленькие тигрята. Как только хищница сделала несколько шагов, охотник увидел, что она сильно хромает, что объясняло ее необычное поведение. Алекс решился осторожно приблизиться к животному и вскоре заметил большую рану от огнестрельного выстрела, которая сильно загноилась и, похоже, вызывала невероятную боль у тигрицы. Алекс понимал, что дикий зверь сильно страдает, и пожалел бедняжку, но он даже не представлял, чем ей помочь. Охотник некоторое время оставался на месте и опустил ружье, давая понять тигрице, что он не представляет для нее опасности. Хищница внимательно посмотрела на человека и, кажется, решила для себя, что ему можно доверять. Тигрица схватила в зубы маленького тигренка, который лежал в траве рядом с ней, осторожно подошла к мужчине и положила детеныша рядом с ним. Затем животное, сильно хромая, вернулось за вторым малышом и повторила с ним то же самое. Алекс не понимал, что хочет от него большая полосатая хищница. Он боялся притронуться к ее детенышам, так как она могла воспринять это как угрозу своему потомству и разорвать охотника в клочья. Видя нерешительность человека, тигрица поднялась с земли и, превозмогая сильную боль, направилась в лес, пока не скрылась в густой чаще, оставив Алекса наедине с тигрятами. В этот момент мужчина осознал, что хищница, чья кровь была заражена после выстрела в лапу, как и многие другие животные, почувствовала свою приближающуюся смерть и искала того, кто смог бы позаботиться о ее совсем маленьких и беспомощных тигрятах. Охотник всем сердцем почувствовал, что теперь он отвечает за жизнь этих маленьких пушистых комочков. Мужчина не смог бросить их в лесу на произвол судьбы и забрал детенышей к себе домой. Вернувшись в деревню, Алекс первым делом обратился за советом к местному ветеринару, который очень удивился, увидев двух маленьких тигрят, но помог товарищу и осмотрел малышей, после чего пришел к выводу, что с ними все в порядке. Ветеринар добавил, что если детеныши не откажутся пить молоко, то, скорее всего, они смогут выжить. Алекс поблагодарил ветеринара и забрал тигрят домой, где начал заботиться о малышах как о любимых питомцах, постоянно вспоминая взгляд умирающей тигрицы, который буквально умолял его о помощи. К счастью, тигрята не отказались от коровьего молока
и росли буквально на глазах, постепенно превращаясь в больших, грациозных хищников. Алекс даже отказался продавать детенышей в зоопарк, чувствуя себя ответственным за судьбу тигрят перед их матерью, и успев сильно привязаться к животным за это время, что они прожили рядом с ним. Тем не менее, тигрята стали уже довольно большими и начали представлять опасность для окружающих, а их приемный отец понял, что настал тяжелый момент, когда нужно отпускать их на волю. Алекс отвел парочку в лесную чащу и оставил питомцев там, абсолютно уверенный, что они приобрели все необходимые для выживания навыки и смогут позаботиться о себе. Алекс продолжал заниматься охотой, и через пару лет ему захотелось вернуться на ту большую поляну, где он когда-то встретил раненую тигрицу. Охотник добрался до места ближе к вечеру и решил переночевать здесь в палатке, чтобы не возвращаться домой по темноте. Проснувшись утром, Алекс отошел на несколько десятков метров от палатки, когда прямо перед ним из чащи леса появился большой бурый медведь. Понимая, что встреча с гигантом не сулит ему ничего хорошего, охотник начал пятиться к палатке, где осталось его ружье. Медведь, решив, что человек представляет угрозу, грозно зарычал и начал надвигаться на него. А Алекс с ужасом понимал, что его шансы уцелеть тают с каждой секундой. Неожиданно из леса появились два взрослых тигра и быстро заняли позицию между медведем и человеком. Медведь решил не связываться сразу с тремя противниками и попятился назад, давая возможность мужчине добраться до своей палатки. Когда охотник наконец схватил ружье и был готов произвести выстрел, на поляне кроме него уже никого не было. И тут Алекс неожиданно понял, что ему спасли жизнь те самые подросшие тигрята, которых он когда-то взял у раненой тигрицы и заботливо вырастил в своем доме. Вот такая удивительная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.